Друзья, всем привет! Вы на канале Двойная Порция, меня зовут Александр. И сегодняшний выпуск о том, лето закончилось и хочется приготовить что-нибудь прям очень вкусное. Вот я подумал о люля-кебаб. И сегодня я приготовлю люля-кебаб из курицы дома в духовке. И чтобы люляшки получились прям мега сочные и вкусные, я предлагаю использовать куриное филе бедра. Берем уже готовое филе, промываем водой, ищем. Здесь имеются косточки, которые нужно вырезать, и отрезаем также лишний ненужный жир. И режу на небольшие кусочки, потому что дальше все это буду перекручивать в мясорубке. И в фарш я также добавляю сало. Это обязательно для люля-кебаб. Неважно, из какого вы мяса готовите, на килограмм мяса 200-250 грамм сала. Дальше нужно поработать мясорубкой, если мы не хотим все это рубить топориками. Кстати, яча у меня стоит средняя. Дальше идут у меня в фарш ингредиенты, которые нужно обязательно резать очень мелко ножом, а не перекручивать в мясорубке. Это лук из расчета 200-250 грамм на 1 килограмм мяса. И очень хорошо измельчаем лук. Вот так вот работаем ножом. Все это делаем тщательно. В мясорубке лук дал бы очень много сока, а это нам не нужно в фарше для люляшек. Ну, в принципе, можно перекрутить в мясорубке и, допустим, потом отжать через марлю. Ну, я привык делать всегда так. И также я люблю добавить в люля-кебаб красный сладкий перчик. И тут, знаете как, если его нет, то не нужно, но с ним вкуснее. Кстати, перец дал больше сока, чем лук. Придется, наверное, подвыжать его. Лишняя влага в фарше не нужна. И перекладываю все это в одну миску. И теперь дело осталось за специями. Для куриного кебаба я использую по чайной ложке хмели, сунели и молотого кориандра, половина чайной ложки молотой паприки и соль из расчета 1 столовая ложка на 1 килограмм фарша. И немного черного молотого. И очень-очень тщательно перемешиваем фарш. Вот прям возьмите 10 минут перемешиваем руками, а потом очень хорошо нужно его отбить об доску. Ну и все, хорошо отбили, хорошо перемешали. Накрываем пленкой, чтобы фарш не заветривал. И, допустим, если будем сегодня готовить, а я буду сегодня готовить, ставим в холодильник на час, а лучше на 2. Ну, а если есть возможность, или вы там планируете люля-кебаб готовить на природе, на мангальчике, то лучше, конечно, это сделать, фарш, я имею в виду, на ночь, чтобы он постоял. Все, теперь увидимся, когда уже будем готовить. Ну вот, и пришло время приготовить люля-кебаб в духовке. Вот такую, значит, вот конструкцию соорудил. Это противень. Застелил его фольгой. Сверху вот такая вот решетка, куда буду выкладывать люля-кебаб. И смазал, кстати, маслом. Ну, это я не знаю. Ну, может, чтобы не пригорали. Или просто привычка от гриля. И почему фольгой застелил? Ну, сами понимаете, когда будет готовиться люля-кебаб, жир будет капать на противень, и потом будет тяжеловато отмыть пригоревший жир. А так фольгу собрал и выкинул. И вкратце сейчас расскажу, чтобы потом, когда буду лепить, это не рассказывать вам, потому что там быстренько нужно все слепил, положил на решетку, затолкал в духовку и пусть готовится. Значит, берем котлету, вот в руку, какую сможем взять. Ну, из этого количества фарша я уже готовил где-то примерно 10-11 штук получается вот на шпажках. Насаживаем на шпажку и быстренько лепим подобие кебаба. На шпажке сами должны понять, что будет тяжеловато слепить, на шампуре будет полегче. Не нужно там что-то стараться вылепить. Вот как слепили колбаску, вот как получилось, чтобы долго не держать его в руке, потому что начнет это все плавиться. И сразу кладем на решетку и следующий лепим. Кстати, если вот, ну все же не профессионалы, вот вы посмотрите сейчас ролик, у кого-то не получится сразу все это сделать. Если хочу посоветовать, допустим, для первый раз, ну, подморозьте фарш перед тем, как будете лепить кебаб. Подморозьте. И это будет сделать намного легче. Люля-кебаб я буду готовить в духовке вот на таких вот шпажках. Ну, хоть они и носят такой вот, скажем так, декоративный характер, но все-таки. Ну и чтобы они не горели, я залью их водой и дам постоять. Да, друзья, кстати, забыл сказать, прежде чем
брать котлету на кебаб, обязательно смачивайте руку, чтобы фарш не прилипал. Ну и давайте формировать теперь люля-кебаб. Но опять же я сказал, где-то 11 штук. Ну, первый тот раз я готовил, 11 штук у меня получилось. Поэтому на это количество буду рассчитывать. Да, и палочку замочил 11. Вот. Лучше делать примерно одной формы, чтобы, вот видите, сразу укладываем и лепим другую. Кстати, нет, сейчас руки помою от фарша, потому что иначе все это будет прилипать к рукам. Сейчас возьму немножко побольше фарша. Ну все, поставил в духовку. Значит, что по градусам? Духовку разогреваем заранее. Я ставлю 250 градусов. Ну, давайте отталкиваться здесь от возможностей ваших духовых шкафов. У меня такая духовочка простая, поэтому 250. И готовлю я их минут 30. То есть 15 минут с одной стороны, переворачиваю на другую и 15 минут с другой стороны. Там плюс-минус. Все, теперь осталось дождаться и продегустировать. Пока люляшки запекаются, сделаю маринованный лучок. Одну головку лука режу на тонкие кольца. К луку добавляю пол чайной ложки соли и сахара, 1 столовую ложку 9% уксуса, столько же растительного масла, можно оливковое, рубленый укроп. И все перемешиваю. Разделяю вот так вот на кольца. Пока люляшки приготовятся, лук к этому времени промаринуется. Как я люблю кушать, вот так прямо отрываешь лаваш, люляшку снимаем с палочки. Сейчас, кстати, вам надо показать, что она готова. Смотрите. Блин, это сейчас я вот уже предвкушаю весь, как это вкусно очень. Классно. Прям беру лаваш обычно, кладу посередине люляшку и вот с этим божественным маринованным лучком. Всем приятного аппетита. Ну, даже вот прям ничего не хочется говорить. Просто хочу посоветовать только приготовить. Кстати, куриный люля-кебаб один из моих любимых. То, что лето закончилось, теперь для нас не помеха. Обалденный, вкуснейший, нежнейший люля-кебаб из курицы можно приготовить у себя дома. Давайте, обязательно готовьте. Ну а на сегодня я с вами хочу попрощаться. Вы смотрели канал Двойная Порция. До скорых встреч, друзья!